Пока актуально, я буду вещать. Под этим же объяснением должен был выйти глубочайший анализ Барби, но мои руки так и не дошли до этого. Сегодняшняя тема будет симбиоз горшка и человека, так называемые скибиди-туалеты. Моей мотивацией изродить это видео были видеоролики других крупных каналов, но пока есть востребованность, я буду творить. Однажды в один день я заболел, и в тот момент мне абсолютно ничего не хотелось делать. Тогда и появились неординарные поступки. Держа телефон в руке, я изучил полную библиотеку всего шедевра. На основании этого я могу заверить, что я являюсь полным экспертом в данной области. А для более сущной объективности моей рецензии на скибиди-туалеты стоит затронуть их плюсы и минусы. Несмотря на ту еще посредственность, которая присуща туалетам, которые может повторить любой школьник в Гаррис Моде, все же здесь есть плюсы в виде сюжета. Сюжет здесь затрагивается в том, что туалеты активно внедряются в общество и начинают тотально нарушать его социальные нормы. Позже формируется отряд сопротивления, и при этом непонятно, кто его создал. Но рассуждая, можно понять что у них действительно внушающие объемы. Ну а дальше сюжет приобретает немного другие краски. Он из себя начинает представлять модернизацию обеих сторон. То бишь сторона добра, которую представляют телевизоры, камеры и басбустеры, а также негативная сторона в виде тубзиков и клопов тубзиков, которые могут внедряться в сознание вражеской команды. Также стоит заметить что помимо модернизации происходит больший масштаб сражений и видоизменения территорий сражений. Все, здесь толком не о чем говорить. Автор взял трендовую музыку, модельки с того же Гаррис Мода и создал новый тренд. Нет никакого завораживающего сюжета, нет никакого искусства, но автор сейчас купается в деньгах. Просто играться и перечислять плюсы и минусы можно большое количество времени, но это все просто ребячество. А так по факту был спрос и было соответствующее предложение. Этот парень, автор этого канала, просто утолил предложение и все. Сегодня дети просто в дефиците от нормальных кумиров, либо же в рекомендациях, которые бы могли рекомендовать детям нормальных личностей на ознакомление. Нечто схожее мы можем проследить в азиатских странах, где люди готовы прыгать от счастья от простых актеров. Раньше дети хотели быть майнкрафтерами, а сегодня дети хотят стоять в толчке. Нет чего-то хорошего, куда бы дети могли непринужденно инвестировать свое время. Интересно, что если моя объективная оценка, это, конечно, хорошо, а вдруг автор порочит будущее, вот объясните мне. Я бы вам посоветовал осторожней садиться срать, потому что в любой момент может выскочить голова. Отдельная каста индивидов – это те, кто хочет заработать на успешной стратегии автора тренда. Бесталантливые уроды, которым в один момент просто повезло заработать деньги на детском контенте. Здесь много общего с проституцией. Здесь также не нужны обычные навыки, которые требуются при обычном заработке. И также нужно жертвовать своим лицом и телом в постыдном занятии. Ко всем этим конфигурантам ни капли уважения, но при этом они имеют беззаботные жизни. Одним словом, именно мы позволили им ездить на дорогих машинах, жить в роскошных квартирах, ничего не делая. Да и посмотрите, это просто наглые шакалы. Увидели легкие деньги и сразу же помчали туда. Если ты подобие отсталой личности и хочешь мне возразить что нельзя детей принуждать становиться стоящими единицами общества, то о чем идет вообще речь, если я затрагиваю спектр увлечения детей? В свое время я так наткнулся на ютубе на Айтипедию. Мне понравилось, как он громко может рассуждать. Я на него посмотрел и такой: вау, я хочу так же. Мой отец мне подарил желание следить за собой, культурно и физически развиваться. Мать мне подарила необходимую заботу. Я этим людям бескрайне благодарен. И, как вы видите, перед вами я активно считаю что достойный член общества перед вами высиживает. А говорить о борьбе капитализма и искусства можно также очень долго. Но факт есть факт, присутствует спрос.
Люди сами его создают, листают бесконечно тиктоки, рилсы, шорты, которые не несут в себе никакого смысла, никакой красоты. И отчасти люди сами породили тему нашего видео. Такими темпами мое смятение только росло. К тому же здесь сказывается мое лицезрение хаотичности жизни этих людей. Но в целом общество-то работает, если бы не сильное деление людей по здравости, сознательности. Я здесь не учитываю то, что кому-то деньги достались легко, кому-то повезло, кому-то по блату досталось. Но осуждаю, такого да не бывает. Учитывая в целом, если люди делятся по здравости, по актуальности идей и то, что они могут привнести новое и совершенствовать свое внутреннее и проявляя это во внешнее, люди делятся. Если бы они не делились, то у нас бы не было бы разнообразия, но такое разнообразие не особо приятно. Но также есть еще один плюс. Если бы не разнообразие, то наш бы труд бы также не делился. Образно говоря, Илон Маск творит большие вещи, но если бы не делился бы труд, ему бы пришлось добывать, образно говоря, яблоки в его холодильнике, строить вручную его дом или собирать вручную Теслу. А так он может полностью посвятить себя чему-то большему. Что касаемо туалетов, тренда и тренд. Все больше хренеешь и все меньше удивляешься тому, на что люди готовы отдавать свое время и свою жизнь. Если же вы родитель, я просто прошу вас, подходите ответственнее к воспитанию своих собственных детей. И для особо дефективных, я подчеркну, это не значит то, что нужно детей сажать на цепи. Это значит то, что родителям необходимо осуществить свою обязательную функцию, внедрить в ребенка здравый взгляд на его собственную жизнь. Ну, в общем, как-то так. Делайте выводы, будьте прекрасными, неповторимыми и сознательными личностями, и в конце концов хорошими людьми. До скорого!